Наверное, у многих из нас есть игры, которые мы любим, несмотря на их явные недостатки. Игры, которые общепринято считаются плохими. Ладно, может, любовь слишком сильное слово. Давайте скажем, что они нам как минимум просто нравятся. Мы знаем, что объективно они далеки от совершенства, но это не мешает нам получать от них удовольствие, и это нормально. Однако в хронически онлайновом мире, в котором мы очутились, будто бы больше нет места для подобных вещей. Все принято возводить в абсолют. Игра либо шедевр с лихвой отбивающий все $70, либо же пустая трата времени, не стоящая даже покупки по щедрому скидону. Средние игры почти что стали синонимом плохих. Банально по той причине, что о действительно ужасных играх, которые сотнями выходят в Стиме каждый день, никто не слышит, а следовательно не говорит. Если так подумать, даже термин «постыдное удовольствие» был придуман лишь для того, чтобы высмеять тех, чьи вкусы отличаются от большинства. Но стоит признать, что он также подразумевает определенный уровень осознанности, позволяющий сказать: «Да, это плохая игра, и я бы не стал ее никому советовать, но мне она нравится, по той или иной причине». И неважно, говорится это от всей души или по толстым слоям иронии. Хотя знаете что? Вообще-то важно. Мне правда нравятся игры Simple Series. Ну знаете, популярная в определенных кругах серия японских игр весьма сомнительного качества, преимущественно созданная для подростков нулевых, никогда не трогавших траву. Начавшая свое существование в 1998 году на первой PlayStation, эта серия включает в себя громадное количество низкобюджетных проектов самых разных студий, объединенных компанией D3 Publisher, дочерним издательством известной Bandai Namco. Число в названии означало их цену в йенах, что уже вызывало подозрения, учитывая, что обычные игры тогда стоили как минимум вдвое больше. Эти игры создавались в кратчайшие сроки, чтобы, как гласит термин shovelware, навалить их лопатой побольше и поскорее получить прибыль. Однако в этом также кроется удивительная искренность. Simple Series не пытается продать нам ужасные игры за full прайс, обернув их в крутые обложки или показав интригующий CG-трейлер без единой секунды геймплея. За эту относительно низкую цену вы получаете ровно то, что видите на обложке. Если на ней изображены девочки в купальниках на фоне бассейна, очевидно, что внутри вас ждет сборник водных мини-игр. Девочки в купальниках фотостудии – симулятор совсем не подозрительного фотографа. Девочки в купальниках на ринге – файтинг с весьма сомнительными правилами. Одна гигантская девочка в купальнике – значит, нужно будет сканировать ее во всех местах и переправлять через океан в распятом виде. Очевидно же. И прежде чем вы усомнитесь в моих мотивах, скажу, что я поиграл во все это исключительно ради науки. Да и далеко не вся серия состоит из игровых адаптаций чьих-то фетишей. Тут найдутся и бандитские гонки на мотоциклах, и сурваво-хоррор про Алису в стране мерзких насекомых, ритмушка с элементами аэробики, горничная с пулеметом, битэмап, от которого устают пальцы уже ко второму уровню, и, конечно же, криминальный боевик с механикой разрывания одежды при получении урона, куда ж без него. Здесь также взяли свое начало серии бикини-экшенового Ничанбара, шутеров про разбивание летающих тарелок из дробовика Earth Defense Force и всеми любимый симулятор караоке, в котором, как говорят, есть сюжет. Ладно, последняя грязная ложь, эти игры никак не связаны. Но, по всей видимости, Аска Кирю разбивал кабины бандитам на улицах Токио почти за год до Казумы Кирю. Каждая из игр этой линейки основана на одной конкретной концепции. Гонки, файтинг, шутер, мини-игры, большая тетя и так далее. И как мы знаем, преобладающее большинство хороших игр сочетают в себе множество механик, которые работают в тандеме, комплементируя друг друга, в то время как игры Simple Series едва ли преуспевают хотя бы в одной. Но, как я уже говорил ранее, меня привлекает их честность и простота. Да, при их виде может показаться, что им много чего недостает, ведь компромиссы видны буквально во всем. Но это также означает, что в них нет ничего лишнего. Они способны подарить то, что я называю первобытным удовольствием. Когда графика примитивная, управление кривое, анимации дубовые, а саундтрек состоит из одной мелодии, играющей на репите, но вы все равно не можете убрать руки от геймпада. Потому что вам просто весело. Игра вас развлекает своей абсурдностью. Однако не подумайте, что в них нет какого-то интересного креативного видения. Пускай они и были сделаны на скорую руку ради прибыли, в них все равно чувствуется бунтарский DIY дух, который позволяет увидеть, что все эти разработчики в первую очередь воплощали свои безумные идеи. А то, что они этим зарабатывали себе на жизнь, это же отлично. Очевидно, что фокус был на количестве, нежели на качестве, но в каком-то смысле это еще один плюс.
Игры Simple Series довольно короткие сами по себе и практически никогда не обладают достаточной глубиной, чтобы у вас возникло желание увидеть в них финальные титры. С этим приходит освобождение от каких-либо обязательств. Их очень удобно использовать как сборник мини-игр, что забавно, потому что некоторые из них буквально ими и являются. Просто выбираешь пару-тройку заинтересовавших и вечером под пиво запускаешь одну за другой, не думая ни о чем, кроме девочек в купальниках и огромных муравьев. Классическое первобытное удовольствие. Признаться честно, я уже давно хотел поговорить о Simple Series и решил, что вот он, тот удачный момент, которого я ждал. К тому же, все вышесказанное будет важно позднее, так что, надеюсь, вы делали записи. Это будет на экзамене. Вообще, это видео начиналось как некая критика на современную гейминг-культуру, но в какой-то момент я понял, что на самом деле мне просто нужно было поделиться одной из своих гиперфиксаций. Дело в том, что буквально пару лет назад я случайно узнал о весьма занимательной игре, которая сразу же меня заинтересовала. Этой игрой, конечно же, была Bullet Witch. Как обычно и бывает, она пылилась в моем списке желаемого до тех пор, пока я не увидел на ней большую скидку и не решил все-таки попробовать, что же она из себя представляет. С момента ее прохождения она не шла у меня из головы, я был полностью очарован. Но все вокруг либо попросту не знали о ее существовании, либо открыто высмеивали мои вкусы, будто я какой-то фрик. Я изолировался от внешнего мира в поисках любой информации, которую только мог найти, чтобы собрать доказательства того, что эта игра не так плоха, как все говорят. Но с прочтением каждой новой статьи, с переводом очередного блога или интервью, мои внутренние сомнения становились только сильнее. Я уже не был так уверен в том, что меня окружают безумцы. Что если на самом деле это я сошел с ума? Само собой, я понимаю, что эта игра далеко не шедевр, но это никак не помешало мне пройти ее на каждой сложности и выбить все ачивки. Да, я мог бы сказать, что это требовалось для работы над этим видео, но я сам поставил себе эти условия. Следовательно, в ней есть что-то еще, нечто необъяснимое фразой «так плохо, что даже хорошо». Поэтому я решил выяснить, что именно. К тому же, во время моего исследования оказалось, что Bullet Witch оставила весьма интересный след в истории видеоигр и не только. Так что вам наверняка будет интересно об этом узнать. Bullet Witch была создана студией Cavia, которую вы можете помнить по серии Drakengard, Ghost in the Shell Standalone Complex и парочке спин-оффов Resident Evil, включая Dead Aim, про который мы с вами уже говорили. Cavia всегда была одной из тех японских студий, в которых не было четкого разделения по командам, потому одни и те же люди могли работать сразу над несколькими проектами одновременно. Именно поэтому в титрах игры компании можно увидеть много знакомых имен, упомянутых в совершенно разных ролях. На Вики же сказано, что Bullet Witch была разработана той же командой, что и Ghost in the Shell Standalone Complex, ссылаясь на статью от Play Magazine. Хотя на самом деле, в ней говорится, что команда участвовала в разработке, а игра по призраку в доспехах здесь фигурирует только потому, что интервьюер упомянул ее в своем вопросе. Корректнее было бы сказать, что разработкой Bullet Witch преимущественно занимались люди, подарившие нам Drakengard 2. И я уж точно не создавал таблицу со сравнением основного персонала 4 ключевых игр Cavia на тот период, просто ради того, чтобы уличить во лжи случайного человека из интернета. В 2004-м директор и главный программер Ghost in the Shell Standalone Complex Йоичи Таке начал вынашивать идею для собственной игры, в которой ведьма при помощи огнестрела и магии боролась бы с демонами в сеттинге ближайшего будущего. Однако оригинальный IP у компании в приоритете не стояли. Потому проект на какое-то время отошел на второй план, пока Таке помогал программистам со вторым Дракенгардом. Одним жарким майским днем 2005-го можно было ощутить прохладный свежий ветерок, который вот-вот принесет в игровую индустрию большие перемены. Официальные анонсы консолей 7-го поколения взбудоражили как игроков, так и самих разработчиков. По заверениям таких сертифицированных геймеров, как Элайджа Вуд, Лил Джон и Свей, новый Xbox был потрясающим чудом техники. Потому Cavia решили, что их проект с ведьмой в главной роли станет отличным дополнением ранней библиотеки Microsoft.
что было странной аномалией, ведь означало создание абсолютно нового тайтла, чем компания никогда не славилась, преимущественно работая по чужим лицензиям. И более того, для освоения нового железа работу пришлось бы начать полностью с нуля, что было вдвойне рискованной затеей. Однако, по всей видимости, начальство действительно верило в проект и увидело в нем задатки потенциальной франшизы, что позволило Юичи Таке и продюсеру Тору Такахаши привлечь к разработке людей, создавших Drakengard 2 и многих других, включая аутсорсинг. Железо Xbox 360 предоставляло невиданную до этого свободу, что было и даром, и проклятием. Ведь в жадной погоне за каждой появившейся идеей разработчики рисковали не уложиться в сроки, а следовательно и в бюджет. А идей у них было предостаточно. Сделать революционную разрушаемость окружения, битвы с огромными врагами, невероятные заклинания и спецэффекты, сократить время и количество загрузочных экранов, упаковать все это в HD разрешение, залить 5-канальным звуком и убедиться, что все это весело играется. И, как можно подумать, откусили они больше, чем смогли проживать. Во-первых, сокращение загрузок напрямую конфликтовало с огромным открытым пространством, вычислением повадок врагов и визуальными эффектами в игре. Во-вторых, HD-телевизоры еще не успели поселиться в гостиных простых людей. Следовательно, большая часть аудитории все равно не смогла бы вкусить все прелести серо-коричневого реализма в полной мере. Ну и работа с 5.1 звуком оказалась полным адом для всего аудиоперсонала. Графику порезали, масштабы разрушений уменьшили, пули больше не оставляли следов и не разбивали стекла, ноги главной героини перестали подстраиваться под угол поверхностей, а на больших врагов больше нельзя было запрыгнуть. И все ради сокращения нагрузки на процессор. Чудотворное железо все же имело свои лимиты, и по словам Такахаши, каждые 3 шага вперед команда делала 5 назад. Но проблемы на этом не заканчивались. Изначально саундтрек для игры должен был написать Нобуёши Сано, ответственный за брейккор плейлист для диссоциации, которым была музыка из Standalone Complex. Однако для Bullet Witch требовался более голливудский подход, потому на помощь пришел Масаши Яно, до этого написавший музыку для CG-роликов Drakengard 2. Яно должен был отвечать за оркестральную часть, а Сано за брейкбит и бас. Сношение жанров получилось весьма интересным, вот только Юичи Таке этот вайб не словил, и саундтрек продолжил писать один Яно, а Сано занимался общим звуковым сопровождением. В общем и целом можно сказать, что разработка была тяжелой для всех причастных. Тут вам и технические трудности, разногласия в коллективе, и покупка Кеви холдинговой компании AQ Interactive в октябре 2005 года. Хотя последнее не было резко негативным фактором. Новое командование серьезно занялось продвижением проекта, вследствие чего получилась весьма эффектная рекламная кампания. Была проведена серия предрелизных ивентов, где все желающие могли перекусить и попытать счастье в прохождении первых 2 уровней игры, в том числе и на огромном экране с проектором. По ТВ крутили рекламные ролики, печатались комиксы, статьи в игровых журналах, статьи в неигровых журналах, и даже появилась пародия для взрослых. Ладно, последняя вышла гораздо позже, но я просто обязан был ее упомянуть. В ней снялась Кейти Роуз, которую вы можете знать по участию в сериях Fake Taxi и Public Agent. Вообще меня удивило не только существование этой версии, ведь Bullet Witch не особо популярна в массовой культуре, но и ее подозрительное соответствие первоисточнику. В общем, это я к тому, что на игру возлагали довольно большие надежды и даже переносили дату релиза на 2 недели, чтобы хорошенько отполировать. Bullet Witch появилась на прилавках японских магазинов 27 июля 2006, в Америке 27 февраля 2007, а в остальном мире в марте того же года. Игра также была перевыпущена в рамках платиновой коллекции Xbox в 2007, эксклюзивно для Японии. А затем, ко всеобщему удивлению, в 2018 вышел ремастер на ПК, в который мы и будем играть. Те, кто уже смотрел мои видео до этого, могли подумать, что тут я перейду к тому, как игра была принята критиками, и опять начну бухтеть о том, как сильно они были неправы. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на игру непредвзято, без каких-либо конкретных ожиданий, и сделали собственные выводы, прежде чем слушать чужие. Да, вы все равно будете слушать чье-то мнение, в данном случае мое, но я постараюсь быть максимально объективным. Хотя может ли человек вообще быть объективным, если его вкусы и взгляды сформированы множеством внешних факторов на протяжении многих лет? Об этом и о том, как я переусложняю простые вещи, мы поговорим позже. Ну а пока, давайте уже переходить к самой игре.
Шутеры от третьего лица существовали еще задолго до 7-го поколения, и многие вещи, вроде той же схемы управления, которая очень близка к современной, были придуманы достаточно давно. Что могло бы стать ограничивающим фактором, как опять же мы видим сейчас. Однако это лишь означало, что эксперименты продолжатся в других направлениях. Геймерам всегда быстро надоедали одни и те же жанры, даже учитывая, что в прошлом объем игр как таковых был в разы меньше. Благодаря этому игры, а в частности шутеры от третьего лица, character action, spectacle файтеры и прочие англицизмы, которые триггернут пару-тройку людей в комментах, во второй половине нулевых изо всех сил пытались выделиться. Уникальный визуальный стиль, безумная высокооктановая боевка, гротескная расчлененка и невероятно масштабные босс-файты – визитные карточки игр того периода, подарившего нам уйму сертифицированной культовой классики. Новые нестандартные идеи шагали в ногу со стремительно развивающимися технологиями, и с каждым годом эти шаги становились все шире и увереннее. Однако для того, чтобы будущее поколение смогли ходить, кому-то до этого приходилось ползать. И да, без очевидных сравнений тут не обойтись, так что давайте сразу с ними разберемся. Bullet Witch вышла на 3 года раньше Байонетты, и этот короткий по нынешним меркам срок отлично показывает темпы развития индустрии тех лет. Впрочем, параллели между этими играми возникают даже не в плане геймплея, ведь фундаментально они очень разные, а скорее благодаря визуальным и тематическим сходствам. Протагонистки обеих игр — современные ведьмы, заключившие с демонами союз. Обе используют магию и огнестрельное оружие в борьбе против мифических существ. Судьбы обеих были предрешены их отцами. Обе, несмотря на свою крутость, испытывают эмпатию к простым смертным и на своем пути встречают привлекательных мужчин, которые помогают им раскрыть новые черты характера. Образы этих героинь созданы максимально привлекательными для потакания голодным геймерам, однако с одним большим отличием. Байонетта всем своим видом и манерами напрямую заигрывает с игроком. Делает это с такой непринужденностью, грацией и герлбоссовостью, и да, это научный термин, что все это не скатывается в примитивную пошлость. В то время как сексуальность Алисии из Bullet Witch скорее выстроена из культурных различий и маркетинга, мало имеющими отношение к ней как к персонажу. На Западе темы для разговора в интервью и обзорах постоянно прыгали от впечатляющих разрушений и экшена до пускания слюней на главную героиню. Она даже побывала на страницах Playboy, что для тех лет вполне нормально, просто как нельзя лучше показывает разницу в подходе японских и американских маркетологов. Для сравнения, достаточно просто взглянуть на японский рекламный ролик, в котором игру показывают в более драматичном свете. Оригинальный наряд Алисии демонстрирует немного открытой кожи, но со вкусом, что сравнимо с каким-нибудь вечерним платьем, например. Она – персонаж с весьма трагичным прошлым, чья загадочность и отрешенность делают ее сексуализацию довольно неуместной, как минимум со сценарной точки зрения. Да и сам тон игры показывает Алисию не роковой женщиной, а скорее на вид апатичной, но доброй внутри героиней, со своими демонами в голове, в том числе и буквально. И если в Байонетте мы узнаем правду о прошлом героине постепенно вместе с ней, то ведьме из Bullet Witch с самого начала известно, кто она и какова ее роль в происходящем. Но вес этой ноши не позволяет поделиться ею с окружающими, в том числе и с игроком, что демонстрирует важные различия в методе повествования обеих игр. Байонетта сразу бросает вас в гущу событий, вываливая на стол кучу информации без какого-либо контекста. Ведь персонажи игры лично пережили прошлые события. С чего бы им сидеть и делиться друг с другом экспозицией? Все это вызывает сильное желание разобраться в происходящем, узнать, как устроен их безумный мир с раем, адом и чистилищем посередине. Нам не оставляют другого выбора, кроме как продолжать играть и посмотреть, что будет. Bullet Witch, в свою очередь, берет более традиционный подход, вводя нас в курс дела через вступительную катсцену. Землетрясения, войны, голод и смертельный вирус стерли большую часть населения планеты, а количество выживших регулярно сокращается полчищами кровожадных милитаризированных демонов. Всем знакомый угрюмый постапокалипсис, в котором Алисия – последняя надежда человечества. Впрочем, сама она в первую очередь руководствуется личными мотивами, которые вплоть до конца 5-й из 6 миссий остаются неизвестными. В самом начале игры нам лишь говорят, что Алисия – ведьма, а ведьмам не нужны молитвы. Так же, как и друзья, о чем она показывает всем своим видом. Ее молчаливость немного скрашивает демон, поселившийся у нее в голове, которого просто называют Darkness. Он смотрит на людей свысока, как и подобает подобным созданиям,
при этом не брезгуя прибегать к их помощи, когда это выгодно. Самым полезным из всех оказывается Максвелл Кугар, командующий тем, что осталось от армии США. При первом знакомстве Алисия отказывает в его просьбе помочь с эвакуацией выживших, но когда их пути снова пересекаются, ей ничего не остается, кроме как объединить усилия с военными. Вообще, динамика отношений Максвелла и Алисии, наверное, самая интересная часть игры. Здесь присутствуют и моральные дилеммы, и юмор, и немного романтики. Странный, конечно, но все же. Сперва Максвелл едва ли удостаивается чести узнать ее имя, но очень скоро он показывает, что может быть полезен, и что на самом деле они преследуют одну и ту же цель, хоть и по разным причинам. И естественно, по мере приближения к этой цели, персонажи раскрываются все сильнее, как перед игроком, так и друг перед другом. У них у обоих есть свои уязвимые места. Максвеллу не дает покоя судьба человечества и его почивших товарищей, в то время как Алисию терзают воспоминания из далекого прошлого. Дело в том, что в подростковом возрасте она погибла в ужасной авиакатастрофе, но затем необъяснимым образом воскресла. С тех самых пор Алисия ищет ответы, подозревая, что ее чудесное возрождение как-то связано с демоническим вторжением. И переживает она неспроста, ведь история совершает неожиданный поворот, до которого, правда, можно догадаться еще 2 миссиями ранее. Виной демонической тирании оказывается простой археолог, который не смог смириться с потерей близкого человека и обратился за помощью к силам тьмы. Он стал необходимой жертвой, которая распахнула врата в ад, что вскоре и привело к вымиранию человечества. Миллиарды жизней и годы агонии в обмен на спасение одной единственной души – его дочери Алисии. Пускай этот ход не такой уж уникальный, он приносит в игру неожиданную глубину. Главная героиня обречена жить, зная, что родной отец пожертвовал ради нее не только собой, но и всем человечеством. Наблюдать за последствиями его эгоизма. Никакие горькие слова из его дневников и счастливые детские воспоминания не изменят содеянного. Это судьбоносное решение было принято против ее воли, и то, что когда-то было его дочерью, пошло на дно вместе с проклятым самолетом, породив на свет ведьму с разрушительной силой и огромной пушкой. Был ли этот изнеможенный кадавр, лишь отдаленно напоминающий человека, рад видеть то, во что превратилась его любимая дочь? Сожалел ли он о своем поступке, наблюдая за агонией, на которую обрек человечество? Как знать, но Алисия ставит в этой истории жирную точку. На этом игра могла бы и закончиться, но, сдержав обещание, Максвелл доставляет Алисию обратно в город, где все еще бушуют демоны. Пускай новых пополнений сил тьмы больше не предвидится, все еще следует избавиться от тех, что есть. Вместе с Максвеллом и его товарищами ей удается победить местного босса и освободить город от нашествия демонов. И тут я хочу поговорить о финальной кат-сцене, потому что в ней много интересных деталей, на которые наверняка всем, кроме меня, было бы плевать, но я все равно это сделаю. Окидывая взглядом руины города, Максвелл не решается назвать это победой и решительно настроен продолжать борьбу против демонов, пока с ними не будет покончено. Он благодарит Алисию не только за то, что помогла освободить город, но и за подаренную надежду для всего человечества. Максвелл говорит, что теперь у нее есть друг, и эти слова ее сильно задевают. Она привыкла быть одиночкой, жертвуя всем ради поиска истины. А эта самая истина лишь подтвердила ее опасения. Алисия никогда не сможет рассказать ни ему, ни кому-либо еще о том, что это она является причиной апокалипсиса. Потому, наконец, обзаведясь другом, по-настоящему с кем-то сблизившись, она лишь видит то, чему не суждено сбыться. Дальше Максвелл предлагает подбросить ее на вертолете, на что получает вежливый отказ, что является панчлайном долгоиграющей шутки. Понимаете, Алисии очень не везет с полетами. Она погибла в авиакатастрофе, которая и запустила цепь ужасных событий. Самолет, на котором они с Максвеллом переправляли выживших, совершил жесткую посадку. Вертолет, на котором они летели к порталу в ад, был сбит противником. А у вертолета, которым она добралась обратно в город, отказал двигатель, что в свою очередь является отсылкой к еще одной шутке. После победы над огромным летающим демоническим китом на фюзеляже самолета, Алисия возвращается обратно в самолет, и происходит вот это. Алисия, ты отлично справилась. А сейчас
У меня есть хорошие новости. Мы скоро прибудем в штаб-квартиру. У меня есть и плохие новости. Двигателю крышка. И момент в начале 6 главы делает к этому небольшой референс. Хотя Алисии вовсе не до шуток, ведь она думает, что действительно проклята. В конце концов, Максвелл совершает пригласительный жест для прощального рукопожатия. И если вы подумали, что в таком абсолютно нормальном поступке нет ничего особенного, то вы ошибаетесь. Ранее, когда они договаривались о том, чтобы вместе отправиться к адскому порталу, Максвелл и Алисия уже почти пожали руки, но произошло вот это. Этот момент в том числе интересен тем, что именно здесь Алисия впервые позволяет себе хоть немного расслабиться. Но все идет наперекосяк, только укрепляя ее опасения. Такая же ситуация, кстати, не дала ей объяснить, зачем ведьме сдалось убивать демонов, и мы этого теперь никогда не узнаем. В любом случае, жест оказывается ловким маневром для того, чтобы заключить Алисию в дружеских объятиях. Ладно, может, не совсем дружеских, так как он решает добавить, что теперь считает ее не ведьмой, а красивой женщиной, и никогда ее не забудет. Когда я проходил игру впервые, этот момент показался мне странным. Но теперь, пройдя ее 5 раз... Да нет, все такой же странный. Проблема в том, что намеков на романтические отношения между персонажами за всю игру толком не было. Что объясняется довольно скомканным повествованием, в котором создатели просто не успели показать все нужные нюансы. Да и очевидно, это в приоритете не стояло. Просто, зная эмоциональный багаж Алисии, эти принужденные объятия кажутся неуместными. Особенно учитывая, что Максвелл за всю игру не подавал никаких признаков именно романтического интереса. Так или иначе, быть вместе им не суждено из-за ставшей между ними тайны, потому их пути расходятся. Алисия продолжает путешествовать по миру, помогая освобождать города, а остатки человечества успешно дают отпор силам тьмы и начинают восстанавливать цивилизацию. К сожалению, мы так и не узнаем, кто такой Даркнесс и почему он помогает Алисии в борьбе со своими собратьями, и предназначалась ли подаренная им сила для помощи людям изначально. Неизвестно также, с какой целью силы тьмы сделали главную героиню ведьмой. Было ли это контрмерой Вселенной, чтобы регулировать происходящий хаос, или же она своей волей обернула свои способности против них? Ответы на эти вопросы могли бы заштопать дыры в сюжете. Но, скорее всего, из-за давления сверху и проблемной разработки, силы создателей ушли на техническую составляющую игры. Что грустно, ведь Вселенная у них получилась весьма интересная, и в ней отчетливо виден нераскрытый потенциал, который оказался попросту похоронен под толстым слоем компромиссов и недосказанностей. И я понимаю, что нормальные люди приходят в эти игры в первую очередь за геймплеем. Но как человек, прежде всего ценящий сюжет, персонажей и общую атмосферу, могу сказать, что мне было интересно наблюдать за происходящим в Bullet Witch, несмотря на все недочеты в сценарии. А то, что многие вещи остаются за кадром, в результате заставило меня следить за сюжетом гораздо пристальнее. Ведь чувство, будто я что-то пропустил, не покидало меня до самого конца. Что, опять же, можно считать как плюсом, так и минусом, в зависимости от вашего настроения во время игры. Ну а о том, как все это играется, мы сейчас и поговорим. Знаете, пройдя Bullet Witch 5 раз, я решил также поиграть в Ghost in a Shell Standalone Complex, которую в итоге прошел до конца. И это открыло мне глаза на многие вещи. Во-первых, я понял, что упомянутое управление, которое шутеры от третьего лица используют до сих пор, было изобретено даже раньше, чем я предполагал. А во-вторых, насколько эти игры похожи между собой. Акробатический уворот, внезапные скачки сложности, странный левел-дизайн, снайперы, выдающие вам хедшоты, прежде чем вы успеете, перекочевали из призраков в доспехах прямиком в пулевую ведьму. Сперва позвольте объяснить, что я имею в виду под странным левел-дизайном. В Standalone Complex большинство уровней имели вертикальную структуру, то есть игроку часто приходилось скакать между этажами, волджампить, борясь с управлением, спускаться под землю и наоборот перепрыгивать с крыши на крышу, что безусловно выглядело эффектно. Однако порой определить расстояние и высоту для следующего прыжка было весьма проблематично из-за того, как определяется урон при падении.
То бишь идея была хорошая, но ее реализация оставляла желать лучшего. В Bullet Witch ситуация противоположная. Здесь уровни, наоборот, полностью горизонтальные. Их масштабы, правда, впечатляет, особенно учитывая их бесшовность. Но эта грандиозность никак не комплементируется геймплеем. Гигантские пространства в игре настолько пустые, неуютные и гнетущие, что с легкостью могут считаться, как говорят детишки, лиминальными. В попытках дать игрокам место для разрушительных заклинаний, которые буквально могут сносить здания, создатели забыли сделать уровни интересными для исследования. Да, вы можете встретить бабулю и угоститься свежеиспеченным батоном в темной подворотне, но этот случай один на всю игру. Всякие развилки и закоулки могут создать иллюзию, будто в них можно найти что-то интересное, отчего становится только обиднее, когда вы узнаете, насколько сильно ошибались. И благодаря тому, что в игре не нужно искать оружие, патроны или аптечки, а то самое заклинание, разрушающее здание, появляется только к 6 главе, всему этому пространству нет никакого практического применения, кроме как заставить Алисию делать кардио. Собственно, магия состоит из 9 заклинаний, очень разной степени полезности, применяющихся через неудобное меню с 3 страницами, которые постоянно приходится переключать посреди боя. Честно говоря, некоторые из них мне вообще не пригодились ни разу за все прохождения, и отнюдь не из-за моей упертости придерживаться одного стиля игры. Вообще, после изучения истории разработки, у меня появилось впечатление, что я играл в Bullet Witch неправильно. Ведь создатели потратили так много сил, чтобы мотивировать игрока пользоваться магией. Предполагалось, что игровой процесс будет выглядеть следующим образом. Вы тратите ману на мощное заклинание, сносите всех врагов на своем пути, а потом восполняете запас, убивая противников, чтобы снова кастануть заклинание и так до бесконечности. Проблема же заключается в том, что перезарядка оружия тоже требует определенного количества маны, в зависимости от недостающего объема и типа оружия. Из-за этого, вместо того, чтобы обрушивать на противника метеоритный дождь, а об остальном думать потом, вы начинаете анализировать, как вам лучше поступить. Ведь если потратить слишком много маны, восполнять ее будет попросту нечем. Стоит сказать, что такой исход очень маловероятен, разве что вы специально опустошите все 4 пушки. Но игровые ситуации бывают разные. Это заставляло меня использовать заклинания подешевле и гораздо сильнее полагаться на стрельбу. Что имеет смысл, ведь это же шутер, не так ли? Стрельба здесь вполне нормальная и свою функцию выполняет, ни больше, ни меньше. Новомодной помощи в прицеливании тут нет, потому стрейфы влево-вправо гораздо эффективнее прицеливания правым стиком, прямо как во времена PlayStation 2. Основной автомат является самым эффективным способом уничтожения демонов, а вот с другим оружием дела обстоят хуже. Дробовик хорошо работает на близких дистанциях, как и полагается, но на сложностях повыше становится полностью косметическим. Противотанковая винтовка хороша для снятия одного опасного типа врагов с безопасного расстояния, в то время как в любой другой ситуации имеет точность и скорость полета вареной макаронины. Что забавно, о том, что у винтовки есть снайперский прицел с 3-кратным зумом, я узнал только на 4-м прохождении. Игра наверняка писала об этом в одном из туториалов на загрузочных экранах, но кто их вообще читает? Пулемет же, в свою очередь, весьма разрушителен благодаря безумной скорострельности, за что, само собой, приходится расплачиваться точностью и мобильностью. Настоящие проблемы же начинаются, когда в боевку вмешиваются весьма спорные механики. Смена оружия происходит по нажатию на одну кнопку, то есть Алисия будет доставать одну пушку за другой, пока не доберется до нужной, что само по себе уже существенно влияет на течение перестрелок. Это можно было бы решить, знаете, так же, как это решено в любой нормальной игре, назначив смену оружия на крестовину или хотя бы добавив радиальное меню. Однако другая маленькая деталь портит основной геймплей гораздо сильнее. Когда вы нажимаете правый триггер в маниакальном желании накормить противника свинцом, Алисии требуется пара секунд на то, чтобы взять оружие на изготовку, и только потом открыть огонь. И если учесть, что оружие отправляется в нейтральное положение при первой же попавшейся возможности, будь то перерыв между стрельбой по мутантам, получение урона или уворот, я думаю, вы начинаете догадываться, в чем тут проблема. Эта проклятая анимация приводит к паузам, которые полностью нарушают темп перестрелок. В теории, она могла бы внести в боевку немного тактичности, заставляя игрока подгадывать удачный момент для стрельбы, ведь порой вас нашпиговывают пулями быстрее, чем вы успеваете это заметить. Но на деле же, падение урона и кучности относительно дистанции до цели
наоборот, подначивают подходить как можно ближе к противнику, рискуя потерять лишнее здоровье, из-за чего эта анимация попросту ощущается лишней. Забавно, что в том же стендалон комплексе такой проблемы не было, так как Мотока всегда держала оружие наготове и открывала огонь сразу при нажатии на кнопку. 3 шага вперед и 5 назад, помните? Кажется, я понимаю, зачем это было сделано. Нейтральная стойка прибавляет бездушным 3D-моделькам живости, а общую картину делает более кинематографичной. Но это не отменяет того, насколько долгой ощущается эта чертова анимация. Возможно, я раздуваю из мухи слона, ведь в какой-то момент мне удалось адаптироваться к этому недостатку. Просто без него Bullet Witch игралась бы в разы веселее. К этому моменту вы могли подумать, что в процессе написания сценария мое мнение об игре изменилось, и в ней вообще нет ничего хорошего. Но все же это не так. Хоть я и сказал, что местные локации пустые, и что в них абсолютно нечего делать, кроме основных целей для прогрессии, этот недостаток они скрашивают своим разнообразием. Благодаря тому, что каждая из миссий была сделана разными людьми, за небольшую продолжительность игры мы успеваем посетить уютный город на закате, жуткие тоннели метро, заброшенную каменоломню, мрачный окутанный туманом лес и тот же город, но разрушенный почти до основания. Стоит также обратить внимание на туалеты в аэропорту, которые имеют самое смешное оправдание отсутствия отражений. Зеркала просто сняли, чтобы помыть. Да и сам дизайн туалетов с легкостью можно назвать лиминальным адом. В общем, каждая локация обладает своей выразительной незабываемой эстетикой. Так же, как и главное меню, отражающее опасный агрессивный максимализм поздних нулевых, когда у дизайнеров стоял на первом месте стиль, а уже потом удобство. Ржавые цепи, побитые дорожные знаки, металлические детали неизвестного предназначения – это то, что дает мне волю к жизни. А жизнь в игре пестрит впечатляющим разнообразием. Ну то есть, насколько это возможно в условиях постапокалипсиса. Обычные гайсты все время нападают группами, и среди них попадаются более живучие командиры с пулеметами, уже упомянутые снайперы, чуваки с гранатометами, дробовиками и шустрилы в мотоциклетных шлемах. Эти ребята интересны как с визуальной точки зрения, ведь носят человеческую кожу в качестве брони вместе с военной экипировкой, так и с сюжетной, потому что появились на свет благодаря человеческим порокам, которые вылезли наружу в результате всех несчастий. Гайсты сохранили крупицы разума, что позволяет им использовать военную технику вроде танков и вертолетов. Первые могут лишь стоять на месте и полностью бессильны, если подойти к ним вплотную. А единственное применение вертолетов – высаживать отряды противников у вас на пути, и сами по себе вполне безобидны, если только не упадут вам на голову, откатив до последнего чекпоинта. Червелюди и порождающие их крикуньи, в свою очередь, приносят в игру внезапные хоррор-элементы. Не только благодаря их гротескному виду, но и звукам, которые они издают. Да и локации, в которых они попадаются, вроде разрушенных тоннелей метро и жуткого туманного леса, невольно наводят на мысли о Resident Evil или Silent Hill, что довольно круто. Биг-бои Гигасы при первой встрече могут показаться устрашающими, но на самом деле это далеко не так. Своими пулеметами они не способны навредить даже воздушному шарику, а крупный недочет в их дизайне в виде выставленного на показ уязвимого места делает их гигантскими подушками для свинца. Начиная с 4-й миссии, игра пытается немного разнообразить бой с этими гигантами, закрыв их сердца броней. И увидев это впервые, вы можете подумать: «О нет, неужели мне придется искать какую-то новую тактику?» А нет, они все так же стоят на месте, впитывая урон. Просто теперь это занимает вдвое больше времени. Но эй, по крайней мере, после смерти они смешно плюхаются на землю. Ну и самыми смертоносными врагами являются орехоголовые. Эти ребята сами по себе безобидны и смирно висят в воздухе, ожидая, пока игрок не сделает бум их пульсирующим мозгам. Опасность же заключается в том, что они владеют телекинезом и способны швырнуть по вам грузовиком или мусорным баком, что при попадании всегда приводит к ваншоту. Однако спрятаться от них за ближайшим углом недостаточно, ведь даже если вы просто стоите на пути предмета, который они пытаются притянуть, его легкое прикосновение имеет ту же силу, что и бросок с 20 метров. И все это никак не телеграфируется. Никакие визуальные или звуковые эффекты не предупреждают вас о том, что за экраном в вашу сторону медленно ползет автомобиль-убийца. Что, должен сказать, было бы большой проблемой, если бы не было так смешно. Самыми же интересными врагами являются боссы, коих в игре, правда, всего 2. Впрочем, такое малое количество сполна окупается их качеством.
Ровно в середине игры мы сталкиваемся с огромным летающим китом, и бой с ним происходит прямо на крыше самолета. Механически, этот босс-файт, наверное, самое компетентное, что сделали разработчики за всю игру. Для того, чтобы его победить, нужно 3 раза вжарить по нему молнией, что, очевидно, требует больших запасов маны, которая копится при убийстве летающих глаз, пытающихся распилить самолет на части. При этом для использования заклинания нужно подгадать удачный момент, потому что его нужно вручную наводить на цель, что заставляет немного поволноваться и увлекает в процесс. Конечно, с этого импровизированного поля боя довольно легко свалиться вниз, но стоит просто иногда поглядывать под ноги. Второй же босс, именуемый Омега, интересен по-своему. Алиса встречает его в конце 2 главы, но в тот момент он оказывается неуязвим к ее атакам, потому она обещает за ним вернуться. Игра, кстати, выставляет их встречу так, будто она всю жизнь охотилась за этим конкретным демоном, при этом не давая никаких объяснений, почему именно. Так или иначе, в самом конце Алисия все же сдерживает обещание и возвращается, чтобы закончить начатое. Босс все так же неуязвим к ее атакам, но в этот раз на помощь приходят военные во главе с Максвеллом, которые помогают обрушить его барьер. И не спрашивайте, почему обыкновенное оружие оказывается эффективнее, чем мифическая пушка, стреляющая волшебными пулями. Шкалы здоровья противников здесь нет, так что приходится следить за поведением босса, прямо как в каком-нибудь Monster Hunter. Омега выпускает залпы злобных духов, извергает пламя из земли, а его змеи дышат огнем на ближней дистанции. А во время условной 2 фазы он может перелетать через все поле боя и бросать фаерболы, пока наконец не ослабнет и не позволит вам добить его молнией. После чего Алисия наконец дает волю своему гневу и превращает этого гигантского демона в фарш. Хваленая система разрушений, основанная на инновационном физическом движке, для того времени, да и по сей день все еще удивляет. Да, гравитация порой выглядит игрушечно из-за того, что какой-нибудь кусок бетона имеет вес пустой банки из-под газировки, но масштаб разрушений и его последствия весьма солидные. В первой миссии можно эффектно взорвать заправку, оставив за собой груду тлеющих обломков. Потолок в аэропорту из 3-й миссии можно обрушить на головы противников и даже выбраться за пределы уровня, вскарабкавшись по осколкам. В 4-й миссии – обрушить огромные строительные леса на головы врагов одним точным выстрелом по динамиту. Ну и, конечно же, в 6-й миссии с получением метеоритного дождя вам позволяют сравнивать с Землей целые кварталы. У всего этого, само собой, есть лимиты. Одни моменты предопределены заранее, а другие ограничены по объему. Но, как я сказал ранее, выглядит это отлично даже по нынешним меркам. В итоге можно сказать, что игра уж точно не так плоха, как принято считать, и в ней можно найти положительные стороны. Но и не настолько хороша, чтобы рекомендовать ее всем и каждому. Скорее всего, исходя из увиденного, вы уже и сами сделали какие-то выводы. Но прежде чем я вынесу вердикт и притяну за уши какой-нибудь претенциозный тезис, давайте быстро взглянем на версию, которую вы все это время наблюдали на своих экранах. Ни для кого не секрет, что многие игры имеют региональные отличия. Так, например, японские игры получают более высокие уровни сложности, эксклюзивные бонусные костюмы или изменения в балансе перед выходом на Западе. Выпуском Bullet Witch в Европе и США занималась компания Atari, и версия, которую получили эти регионы, тоже отличалась от оригинальной. В японской версии враги были довольно толстыми, потому перед глобальным релизом это решили исправить. И все было бы ничего, если бы вместе со здоровьем врагов разработчики не понерфили урон от оружия Алисии, якобы с целью заставить всех любителей пострелушек чаще пользоваться магией. Это сильно коснулось автомата, который, как я говорил, является самым эффективным из всей 4, но также сделало дробовик практически бесполезным даже на нормальном уровне сложности, что в итоге сделало эту версию сложнее оригинала. Продюсер Мэтт Раш и продукт-менеджер Джеремайя Кон из Atari в один голос твердили, что в западной версии Bullet Witch было улучшено управление, коллизия объектов, качество текстуры освещения, а также был сильно доработан искусственный интеллект врагов. Правда, люди, игравшие в обе версии, едва ли заметили какие-либо изменения. Бонусные костюмы в обеих версиях были бесплатными, а вот за дополнительные миссии, которые являлись ремиксами уровней из основной игры, западным игрокам пришлось платить очками Xbox Live, что было очень странным решением, так как в Японии их раздавали просто так. AQ Interactive, которая подмяла под себя Кэвию тогда в 2005-м,
В 2011-м совершилось слияние с компанией Marvelous Entertainment, и права на игру перешли в их руки. 6 лет спустя кто-то внутри Marvelous решил изучить каталог игр, которыми они владеют, и наткнулся на диск с Bullet Witch, после чего посчитал, что ее можно допилить и продать заново. По сути, руководствуясь тем, что шутеров от третьего лица из середины нулевых много не бывает. Based. Таким чудесным образом, 25 апреля 2018 мы получили ремастер, который является лучшей версией игры, это правда, но здесь тоже не обошлось без парочки забавных изменений. Кроме стандартного увеличения фреймрейта, качества текстуры и разрешения, были также исправлены опечатки в английском тексте. При этом Tiam Tower оставили нетронутым, что круто. К сожалению, катсцены все так же работают в оригинальных 20 FPS, так как являются пререндеренными, хоть и были записаны на движке. Баланс оружия и здоровья врагов наконец-то был исправлен с учетом предыдущих неудач, а изменение в искусственном интеллекте гигасов дало им возможность хотя бы попытаться попасть по игроку. Помните, как я распинался по поводу длительности анимации, с которой Алисия убирает оружие, и общую бесполезность этой механики? Сама анимация осталась на месте, а вот интервал, с которым оружие возвращается в нейтральное положение после стрельбы, был увеличен. То есть они начинали думать в правильном направлении, но до конца все же не пошли. Также вы наверняка заметили, как я иногда использую запрещенную технику под названием Dash, вызывая меню заклинаний и нажимая на левый стик. Эта механика была приятным нововведением ремастера, изначально имплементированной как дебаг-функция, которую удалили из релизных версий игры. Dash позволяет быстро перемещаться по огромным пустым пространствам, что ощущается как чит или эксплойт, который вы используете в своих грязных целях. Ой, пока мы затронули тему непредусмотренных изначально функций. Для Bullet Witch есть мод, призванный уменьшить количество тумана на экране в 5-й миссии. Это очень специфический фикс, который никогда бы не пригодился, если бы не одна маленькая проблемка. Понимаете, когда люди из Marvelous поиграли в Bullet Witch, им показалось, что игра невероятно темная, потому они попросили разработчиков сделать ее ярче. Намного ярче. Настолько ярче, что весь черный цвет в игре превратился в серый, а ночь могла бы сойти за день, если бы не холодное освещение. И в 5-й миссии это заметно сильнее всего, так как на экране постоянно присутствует туман, который осветляет картинку еще больше. Что можно было бы легко исправить, просто понизив яркость в настройках. Вот только в ней нет ни настроек яркости, ни контраста. А пункт под названием Brightness советует вам настроить ее на ваших мониторах, чего я не встречал, наверное, со времен PlayStation 2. Странности встречаются также и в озвучке, что, правда, не является непосредственно проблемой ремастера. Английский дубляж сам по себе неплохой, и персонажи сыграны хорошо. Сказал бы я, если бы главная героиня не звучала настолько безразличной ко всему происходящему. И я очень редко придираюсь именно к актерской игре, да и сам не имею опыта в озвучке персонажей. Но даже я заметил здесь либо нехватку дирекшена, либо интереса у самой актрисы. Хотя, скорее всего, и того, и другого. Я ни в коем случае не говорю, что Сара Наточения плохая актриса, ведь она озвучивает Эша из покемонов уже почти 20 лет. Просто, скорее всего, запись озвучки для Bullet Witch проходила в попыхах, и ей толком не объяснили все нюансы персонажа. Что забавно, Максвелла озвучивает Шон Шэммел, голос Гоку из Dragon Ball. Видимо, Atari хотели таким образом привлечь к игре западных любителей аниме. В общем-то, озвучка перекочевала в ремастер ровно в том же виде, без изменений. И наверняка истинные аниме-энтузиасты посоветовали бы проходить игру в оригинале с субтитрами. Вот только японской озвучки в ремастере нет. Да, ее можно найти и поставить отдельно, но это большое упущение со стороны Marvelous, ведь дать нам оба варианта им ничего не стоило. В ней Алисия звучит так, как должна. Вот вам небольшое сравнение. Why? Please tell me. Why couldn't you just let me die in peace? Why? ねえ、なぜそっと死なせておくことができなかったの？ねえ。 You see someone who fights to make up for the endless crimes laid at her feet. A witch. 途方もない罪を償うために戦い続けなければいけなくなった。魔女よ。В общем и целом, ремастер получился неплохой. Он ни разу не вылетел за 5 моих прохождений, и технических проблем я не встретил, кроме разве что небольших проседаний FPS то тут, то там.
Стоит, правда, отметить странный баг, из-за которого пропадает музыка, если поставить игру на паузу, приводя к моментам, когда вы просто... Ну и однажды меня убили так сильно, что игра заговорила со мной на японском. Так что если вы вдруг захотите попробовать игру сами, увидев ее на распродаже как я, это будет далеко не самый плохой выбор в вашей жизни. Проходится она часов за 5-6, и если вы решите выбить в ней все ачивки, имейте в виду, что для этого нужно пройти игру на каждой сложности отдельно. Что звучит как лишнее неудобство, потому что так и есть. Но не отнимет так уж много времени, если знать, что делать, и пользоваться дэшем как можно чаще. Ну а мы стремительно дэшимся в сторону заключительной части этого видео, которая уже и так порядком затянулась. Знаете, когда я думаю о том времени, что провел в Bullet Witch, у меня возникает целая уйма сомнений. Впрочем, не все они касаются непосредственно самой игры. Любой человек, делающий ревью вообще чего угодно, рано или поздно столкнется с дилеммой. Попытаться быть наиболее объективным, беря во внимание мнение других критиков и общественности в целом, или же полностью сконцентрироваться на собственных впечатлениях в вакууме. Насколько ценной является личная точка зрения одного конкретного человека, если она не учитывает взгляды потенциальных потребителей? С другой стороны, зачем слушать того, чье мнение было сформировано под давлением извне? Я, как случайный человек из интернета, могу сказать, что мне нравится Bullet Witch, несмотря на все ее недостатки, которые меня лично забавляют. Но те, кому приходится учитывать отношения с инвесторами, рекламодателями, а также репутацию самой компании, в большинстве случаев такого позволить себе не могут, по крайней мере, если дорожат своей работой. В этом заключается всем знакомый парадокс, при котором те, кто в теории должен оценивать продукт непредвзято, ставят вышеперечисленные факторы превыше всего, и как следствие разрушают свою репутацию, теряя доверие людей. В чем некомпетентность тоже порой играет важную роль. При этом даже системе оценок, якобы основанной на четко поставленных критериях, доверять тоже нельзя. К этому моменту оценки IGN не высмеял только ленивый, но тут стоит кое-что прояснить. Их 10-бальная система в 99% случаев дает оценку от 5 до 9, где десятка означает шедевр, а 4 нижних места зарезервированы исключительно для игр, пребывающих в около неиграбельном состоянии, и God Hand. Таким образом, они смягчают удар от редких негативных ревью, чтобы никого не обидеть. Ведь пятерка означает середину на общей шкале, и плевать, что на деле это сопоставимо с единицей. Это я все к тому, что Bullet Witch получила от них 4. С 5 и 6 в других изданиях я полностью согласен, но при виде 4 баллов от IGN мною одолевает жажда справедливости. Хотя факт того, что тот же самый человек поставил Deadly Premonition 2, как нельзя лучше смягчает этот удар. Иронично, не так ли? Сегодня мы прекрасно знаем цену словам игровых журналистов, но те времена, когда им было принято доверять, принесли множество предрассудков, которые остаются сильны даже десятилетия спустя. И глядя на комментарии под статьями о Bullet Witch, видно, что даже тогда люди относились к игре как минимум скептически, а как максимум называли мусором. Потому не мудрено, что в наше время об этой игре либо никто уже не помнит, еще на момент релиза удалив ее из памяти, либо же приписывает к ужасным играм, которые не стоит трогать даже на расстоянии. Не пошел ей на пользу тот факт, что до нее на Xbox уже вышли капкомовский Lost Planet и клиффоблизинский Gears of War, которые объективно были на голову выше во многих аспектах. Само собой найдутся люди, получающие от Bullet Witch постыдное удовольствие, говорящие «это так плохо, что даже хорошо». Я бы очень хотел к ним присоединиться, но не могу. Потому что, как я уже сказал, мой нездоровый интерес к этой игре вызван даже не ею самой, а скорее всем, что ее окружает. Bullet Witch определенно не так плоха, как принято считать, но и назвать ее непонятым шедевром тоже нельзя. И знаете, слишком просто было бы указать на все ее проблемы и спросить, о чем они вообще думали, и двинуться дальше, вместо того, чтобы действительно выяснить их причины. Да, клиента не должно волновать, сколько усилий вложил повар между булкой и котлетой, а прежде всего качество поданного бургера. Но тяжело отрицать влияние приятной беседы с поваром и созерцания процесса приготовления на итоговое впечатление от блюда. Это ни в коем случае не оправдывает все совершенные ошибки,
а скорее придает им контекста и характера, что ли. К тому же, вы ведь не приходите в Макдональдс за стряпнёй уровня 3-звездочных ресторанов. Кэви никогда не славились ни большими AAA-проектами, ни оригинальными IP, и уж точно не безупречным геймплеем, будучи разработчиком средней величины, работающим по чужим лицензиям с переменным успехом. Потому Bullet Witch в их каталоге является аномалией, исключением из правил, попыткой создать что-то уникальное, способное не только утолить жажду к инновациям и креативному росту, но и принести финансовый успех. Ее создатели видели, во что может превратиться индустрия, если все, что она будет производить, это беспроигрышные франшизы, следующие одним и тем же лекалам, жертвуя творческой свободой и расширением жанровых границ. Такое будущее их не устраивало. Пускай им не удалось достичь того успеха, на который они надеялись, очевидно, что старались они изо всех сил и пожертвовали многим, ухватившись за этот шанс показать себя. Bullet Witch не является хорошей игрой, но и назвать ее плохой язык не поворачивается. Она остается стоять ровно посередине, балансируя на одной ноге, жонглируя своими преимуществами и недостатками у нас перед глазами, ожидая, что ее либо похвалят, либо велят убираться прочь. Но у меня она вызывает скорее сочувствие. Мне жаль, что ей пришлось выйти в непредсказуемые времена, когда смена поколений с ее технологическим прогрессом затуманили разум всей индустрии. Жаль, что она обречена проигрывать сравнение с другими шутерами от третьего лица, вышедшими в тот период. Жаль, что старания разработчиков не окупились, а все технические проблемы и неприятности в коллективе ставили палки ей в колеса от начала до конца. Но больше всего, мне жаль, что Bullet Witch так и не удалось раскрыть свой потенциал. И нам остается лишь мечтать о том, какой могла бы получиться эта игра в подходящей обстановке и более умелых руках. Однако я все же рад, что мы получили что-то столь противоречивое, что с головой увлекло меня своим существованием, пускай и не намеренно. Я правда верю, что разработчики пытались сделать как лучше, следуя своему чутью, без всяких маркетинговых исследований и фокус-групп. Интересные креативные идеи для меня всегда будут важнее геймплея, а провальные забытые игры привлекательнее тех, что сделаны по стандартному списку для максимального охвата аудитории. И не важно, что говорят критики, игроки или кто-либо еще, ведь если бы я их послушал, то никогда бы не поиграл в Bullet Witch и не получил бы от нее первобытное удовольствие, не погрузился бы в историю ее разработки, и уж точно не сделал бы этого видео. Мне кажется, что из всего этого можно вынести банальную фразу «пока не попробуешь, не узнаешь». И сейчас это помнить важно как никогда. Вокруг только и говорят, что игры уже не те и больше не приносят удовольствия, а игровая индустрия будто бы сидит на гигантской красной бочке, в которую вот-вот выстрелит какой-нибудь мутант. Черт, да люди больше 10 лет спорят о том, кто убил видеоигры, а они все так же продолжают выходить. На самом деле их стало так много, что предложение уже начало знатно превышать спрос. И в такой ситуации несложно обзавестись завышенными стандартами, чтобы хоть как-то фильтровать весь этот поток. Я это прекрасно понимаю, но следуя по этому пути, мы лишаем себя множества незабываемых моментов, которые скрываются под неоправданно низкими оценками, ненавистными комментариями и предвзятыми обзорами. Отыскать сокровища среди мусора удается нечасто, да и сокровище порой может оказаться заплесневелой банановой кожурой. В конечном счете, годнота находится в глазах смотрящего. И как знать, может вам придутся по душе мини-игры у бассейна, уничтожение гигантских муравьев, заботы горничной с пулеметом, сканирование больших теть или путешествие в зазеркалье. А я, пускай и не люблю Bullet Witch так же сильно, как многие другие игры, теперь могу с уверенностью сказать, что она мне нравится. Эй, спасибо, что досмотрели до конца. После довольно депрессивного прошлого видео, я решил, что нам всем было бы неплохо немножко развеяться и взглянуть на что-то более веселое, что ли. Тут я должен был сказать, что в этом году поставил себе целью набрать 20 тысяч подписчиков и попросить вас с этим помочь. Но если быть честным, это все равно ничего не изменит. Счастливее я от этого уж точно не стану, да и погоня за цифрами, очевидно, штука нездоровая, так что делайте, что хотите. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает меня на Buy Me a Coffee, спонсорам на YouTube и подписчикам на Твиче. Ничто из этого не предоставляет какого-то эксклюзивного контента и существует просто как возможность поддержать материально, ни больше, ни меньше.
В остальном же мне достаточно и того, что вы просто здесь и цените то, что я делаю. Мне всегда тяжело решить, что сказать в этих прощальных сегментах, ведь порой мне хочется упомянуть больше, чем, возможно, стоило бы. Но я понимаю, что оно не будет вязаться с вайбом самого видео. Возможно, какая-нибудь из будущих тем позволит мне поделиться всякими переживаниями, но уж точно не в этот раз. В общем, еще раз огромное спасибо за просмотр и поддержку, мирного неба вам над головой, и увидимся в следующий раз.